Приветствуем вас! И сегодня мы поговорим с вами о том, насколько разумны были хозяева юрского и мелового периодов, какого уровня у них был интеллект и вообще был ли он у них. Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравился наш выпуск, а также оставляйте свои комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда первыми, кто увидит новые и интересные выпуски от нашего канала. Мы есть абсолютно во всех социальных сетях. Становитесь участником любой сети или даже всех и познавайте новое и интересное об истории нашей Земли и, конечно же, о динозаврах. Если бы динозавры были настолько умны, что отмечали бы свои дни рождения, то, наверное, мы, люди, были бы в качестве приглашенных гостей или в качестве приглашенного обеда. Но это сейчас не важно, а важно другое. Все уже знают знаменитую мобильную RPG-игру Raid Shadow Legends. Но знаете ли вы, что в этом месяце уже вторая годовщина Raid? Совершенно верно. Прошло 2 года с тех пор, как Raid ворвался в чарты и полностью перехватил на себя мобильные игры. И с тех пор Raid становился только лучше. Я хочу на секунду привлечь ваше внимание, потому что пора праздновать. Моей любимой мобильной игре Raid Shadow Legends в этом месяце исполнилось 2 года. Возможно, вы уже слышали об этом, но давайте я расскажу вам, почему сейчас самое время погрузиться в эту игру. Во-первых, если вы начнете играть, то вам уже будет не просто оторваться от телефона, потому как вы побываете в захватывающей игровой вселенной Raid. И мало того, вот вам еще невероятные сюрпризы. В период с 1 по 31 марта Raid проводит специальный конкурс для всех новичков. Если новички скачают игру по моим ссылкам в описании, Raid разыграет 3 iPhone 12 Pro и 1 iPhone 11 Pro среди случайных выбранных участников, которые достигнут минимум 20 уровня до конца месяца. Согласитесь, стать обладателем айфона, да еще от любимой игры, это и польза, и удовольствие. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте обязательно подключить свой аккаунт к Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдете на сайте конкурса по ссылке в описании. Также вас ждут наикрутейшие режимы. Режим PvP Арена, режим Компания, а чего стоит режим Подземелья. Здесь вы можете сражаться против 10 различных боссов и выиграть новые артефакты, чтобы сделать ваших чемпионов еще сильнее. И еще масса интереснейших режимов ждут вас в Raid Shadow Legends. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Пожалуйста, не забудьте пройти тьюториал, обучающий этап в игре. Это займет не более 5 минут. Помогите мне собрать 246 тьюториалов. За прогрессом вы сможете наблюдать в описании под видео. Спасибо за поддержку. Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код. Качай Raid только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Как опасные динозавры могли быть умными? Существует общее мнение, что большинство ящеров доисторической эпохи были примитивными. Стоит посмотреть на образ жизни крокодилов, черепах и ящериц. Однако, к примеру, не все хищники, такие как тираннозавры, стегозавры и гадрозавры, были продвинутыми динозаврами. Некоторые из них едва ли достигали уровня интеллекта млекопитающих. Возьмем несколько ящеров, живших миллионы лет назад, и попробуем проанализировать, насколько они считались умными или, наоборот, глупыми существами. Троодон – теропод размером с человека, живший в конце мелового периода, стал примером более-менее разумных динозавров. И все это благодаря опубликованной причудливой статье палеонтолога Дейла Рассела, который описывал в ней свои размышления о том, мог ли этот хищник эволюционировать, если пережил бы массовое вымирание. Даже если взять его самые главные природные преимущества – большие глаза, молниеносную скорость и стереоскопическое зрение, то Троодон, по идее, должен был обладать особенно большим мозгом.
Для рептилий большой мозг, по мнению автора, должен был быть хотя бы как у современного опоссума, то тогда троодон считался бы продвинутым ящером. Дейноних. Вы наверняка помните в фильме «Парк юрского периода» такого ящера, как велоцираптора. Но, как известно, тот ящер, скорее всего, был дейнонихом в сильно увеличенном размере и без перьев. Вы помните сцену, где этот дейноних был недостаточно умен, чтобы повернуть дверную ручку? Но, к примеру, есть убедительные косвенные доказательства того, что дейноних, должно быть, охотился стаями. И чтобы убить растительноядного ящера тенонтозавра, требовалось достаточно сложное мышление и общение между стаей. К примеру, подача сигналов, где одни особи могли загонять жертву на определенное место, а другие сидеть в засаде и выжидать, когда жертву загонят прямо на них. Для этого должен быть просто большой и развитый мозг. Компсогнат. Когда дело доходит до интеллекта динозавров, дело не в том, насколько велик ваш мозг по сравнению с другими рептилиями вашего класса и размеров, а в том, насколько велик ваш мозг по сравнению с остальным телом. В этом отношении крошечный, размером с курицу компсогнат, кажется, был отличным учеником позднего юрского периода, возможно, столь же умным, как очень тупая мышь. И, кстати, в мезозойскую эру этого было достаточно, чтобы попасть в число продвинутых динозавров. Возможно, компсогнат был с развитым мышлением, ведь иногда даже маленькие животные, мы говорим о современных, обладают определенным интеллектом. К примеру, мы можем взять маленьких собак-дворняжек. Многие из них умнее породистых собак. Тираннозавр Рекс. Никто не знает, насколько был умен тираннозавр Рекс. Однако, чтобы выследить свою добычу, напасть и не дать убежать, требовались не самые низкие умственные способности. В конце концов, это был высший хищник поздней меловой Северной Америки, оснащенный огромными зубами, мощными ногами и острым обонянием. Но, судя по анализу существующих черепов, у Тирекса был довольно большой мозг по мезозойским меркам, и некоторые палеонтологи говорят, что Тирекса перехитрил бы даже маленький современный котенок, хотя лично мы не верим в такого рода гипотезы. Овираптор. Перевод этого слова означает «похититель яиц». Давайте представим ситуацию. Этот хищник должен выследить жертву, к примеру, какого-нибудь диплодока. Но напасть на него он не может из-за большой разницы в весовых категориях. Значит, его цель – это яйца. Он соображает, что не может украсть яйца, пока рядом находится их мать. Мозг дает сигнал животному, что нужно подождать, пока взрослая особь отойдет от яиц. И потом мозг дает приказ украсть яйца, а не съесть их на месте. Значит, присутствует чувство опасности, что определяет некоторый уровень интеллекта овираптора. А еще нужно отбиться от своих же соплеменников, чтобы те не отобрали яйца. Значит, мы делаем вывод, что овираптор не такой уж и тупой. Майязавр. И в этом случае с этим динозавром тоже возникает большой вопрос относительно разумного или просто неглупого животного рептилии. Во-первых, это стадные динозавры, а жить в стаде значит слушаться их вожака и выполнять особые функции охранников. Сообщать соплеменникам, где находится пища и вода. Вычищать обширные и заросшие места для гнездования. И ухаживать за детенышами после их вылупления. По этим стандартам майязавр должен был быть одним из самых умных гадрозавров, которые существовали в позднем меловом периоде.
Все вышеперечисленное указывает на высокий уровень родительской заботы этого динозавра. Однако не будем заходить слишком далеко. У этого утконосого динозавра было много общего с антилопой гну, поскольку на него, как и на антилоп, постоянно охотились тероподы-мясоеды Северной Америки. Аллозавр, или его второе популярное имя – Большой Ал. Об этом хищнике возник спорный вопрос о его умственных качествах. Дело в том, что в американском Кливен-Ллойде был обнаружен так называемый карьер динозавров, в котором было найдено 44 скелета аллозавров. В юрском периоде на этом месте было болото, в котором увяз гигантский брахиозавр, и со временем аллозавры собирались вокруг него для кормления. В результате многие из них оказались затянуты в трясину. Чувство самосохранения у этих ящеров было ослаблено, если они погибли таким нелепым образом. Орнитомим. Мы упоминали о нем в прошлых выпусках. Это птицеобразный теропод был определенно похож на страуса. Бегал как страус, ел как страус, а вот при опасности прятал ли он свою голову в песок, неизвестно. Ученые полагают, что интеллект у этого теропода был примерно такой же, как и у современного страуса. Тархия. Единственный анкилозавр в этом списке. И не зря. Тархия по-монгольски означает «умный». И он был назван так, потому что его мозг был немного больше, чем у его собратьев, различных динозавров с броней. Также этот анкилозавр был стадным животным и обладал таким же хвостом булавой, как его американский собрат. Но жить по правилам стада и технично отбиваться булавой от хищника тоже необходим хоть какой-то интеллект. Поэтому глупее дикого буйвола его не назовешь. Но также, наверное, и нельзя этого анкилозавра назвать умнее слона. Если бы динозавры вели себя как амебы, то они, скорее всего, вымерли бы и без метеоритов и ледниковых периодов. А то, что они имели хоть какие-то умственные способности, доказывает их образ и продолжительность жизни. Вы посмотрели этот выпуск, и если вы узнали что-то полезное для себя, и он вам понравился, то ставьте лайк. И если не подписались, то подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии и нажимайте на колокол, кто посмотрит новые и интересные выпуски от нашего канала «Реальное нереальное».